День 1672. Алекс на связи. Одна из основных проблем на умный датчик, который нужно решить, это, конечно, настройка удаленного доступа. Понятно, что там, подключить роутер, там, 4G, чтобы он как-то интернет передавал, и Wi-Fi точку поставить, чтобы можно было сделать этот интернет раздать по всей даче, по всему участку. Но может быть, конечно, и проводной есть интернет, но в любом случае даже это не гарантирует, что удаленный доступ он будет. Потому что если использовать какие-то фирменные шлюзы, то они, конечно, все работают через облако, и, соответственно, конечно, они могут подключиться к интернету, и тогда понятно, что через фирменное приложение можно будет получить доступ удаленный и даже какие-то там сценарии писать небольшие или какими-то устройствами управлять или какие-то датчики смотреть. Но если это какой-нибудь сервер используется и умный дом open source, например, как я делаю в типовом сервере, это Home Assistant используется, то, конечно, возникает вопрос, а как же все-таки подключиться к нему? Потому что в нем есть, конечно, встроенный механизм для подключения к удаленному, но на самом деле это подключение работает только на платной основе, и, соответственно, нужно будет оплачивать еще и непонятно каким образом оплатить этот доступ, и, соответственно, тогда, конечно, заработает. Но если его не оплачивать, то все получается, что удаленно к Home Assistant подключиться нельзя, и, соответственно, какие-то там настройки или какое-то управление, или посмотреть какие-то датчики уже не получится. Даже через фирменное приложение, ну или там через веб-сайт какой-нибудь. Почему это происходит? Потому что, во-первых, сам сервер, он, конечно, находится в локальной сети, и сейчас, допустим, даже в квартирах многих невозможно получить, допустим, белый IP-адрес или там динамический, чтобы можно было получить какой-то тоже белый IP-адрес, и там через какой-нибудь сервис, допустим, DNS, можно будет, по крайней мере, к нему подключаться. В основном все это, получается, за NAT находится, то есть во внутренней сети, и никаким образом снаружи подключиться напрямую нельзя. И никакой провайдер не сделает возможность пробрасывать внутрь сети там какие-то порты определенные. Поэтому фактически вариантов немного для подключения Home Assistant. Если не оплачивать это платное облако, то тогда можно, конечно, сделать VPN доступ. Но, во-первых, это тоже непросто. И все равно надо использовать какой-то внешний сервер для того, чтобы подключиться. Есть специальные услуги такие, которые позволяют за какую-то в основном плату тоже сделать так, чтобы и эти две сети, и дачная сеть, и, допустим, сеть домашняя были объединены как в одну. И тогда можно будет, конечно, по сути, как в локальной сети заходить на сервер и разное оборудование, устройства, которое находится на даче. Но платить придется все равно, и поэтому это тоже не самое лучшее решение. Поэтому управлять удаленно, конечно, можно будет сделать, но вот менять настройки какие-нибудь, переписывать сценарий уже там, в Home Assistant не получится. Но для просто управления, конечно, есть разные способы другие. То есть, например, это можно просто там какие-то датчики пропросить, например, в экосистему умного дома Яндекса. И тогда через приложение Яндекса можно будет заходить. И даже, например, можно будет там с колонки, находящейся там в квартире, просто там сказать, там, включи свет на даче, или там выключи свет на даче, или включи отопление. И оно там сработает. То есть, в принципе, уже можно будет даже и управлять. Ну и, конечно, можно будет зайти в приложение от Яндекса и там посмотреть какие-то значения датчиков, которые туда будут выведены. И можно будет, соответственно, и
какими-то устройствами управлять, включать их, выключать. Но на самом деле, поскольку это будет управление, то можно какой-то взять и даже написать сценарий простенький. Если нужно срочно что-то автоматизировать, какое-то действие, то не обязательно, конечно, там сразу ехать на дачу, что, наверное, неплохо было бы. А можно просто прямо в экосистеме Яндекса написать быстрое какое-то решение, быстрый сценарий, его попробовать, а потом, соответственно, когда уже будет получен доступ нормально к серверу Home Assistant, прямо в нем уже все эти настройки сделать уже нормальным способом, в нормальном сценарии. Я для удаленного доступа еще использую другой механизм. Это у меня есть отдельный хостинг, и там развернут веб-сервер внешний. И на нем сделано так, что туда отправляются все значения со всех датчиков из умного дома. И, соответственно, и устройства тоже там видны. И я могу и включать, выключать устройство, и смотреть значения датчиков. Ну, еще там у меня есть возможность копить базу данных всех изменениях в этих значениях датчиков. И там строить графики. Но этот хостинг тоже не бесплатный. Это примерно получается 300 рублей в месяц, что тоже именно для нужд просто там удаленного доступа это тоже будет многовато. Но зато это решает и другую проблему, именно хранение базы данных. И там за много лет, конечно, там накопилось уже больше 30 миллионов записей разных значений. Это тоже там интересно посмотреть, там, что было там, 5 лет назад. Вот, можно какие-то решения принять там, на основании того, что происходит, какая там, допустим, температура на улице или в доме, и, соответственно, какие-то тоже сценарии предусмотреть на этот счет. Ну, совсем минимальное управление, конечно, можно сделать еще проще. То есть можно, во-первых, для информирования использовать Telegram-бот, тогда просто будут отправляться разные сообщения, там срабатывание разных событий, состояние датчиков. С какой-то периодичностью можно настроить прямо, допустим, из Home Assistant, чтобы отправлялось. То есть это, в принципе, такое решение тоже довольно интересное. Его сделать очень просто. И какая-то информация будет все равно поступать. Ну и даже можно и обратно тоже там предусмотреть некоторые варианты обработчиков, которые просто будут тоже выполнять какие-то действия на сервере. То есть там в Telegram-бот можно написать какую-то команду или там нажать кнопку меню сделать, и, соответственно, там, в умном доме там будет, не знаю, изменен какой-то там сцена переключена или там сценарий запущен. Но на самом деле это довольно сложно, обратный такой способ, потому что нужно будет предусмотреть, чтобы все датчики там появлялись. И я тоже, в принципе, планировал сделать, и у меня сделано так, что просто автоматически формируется там список всех устройств, и там, если я добавляю какое-то новое устройство, то оно тоже добавляется в Telegram-боте, и, в принципе, я могу им тоже управлять. Но, конечно, я использую там не Home Assistant для работы с Telegram, это у меня просто скрипт, там написанный на Bash. Ну, подключаться, в принципе, не очень сложно. Просто там есть API, через которое можно там получить в Телеграме, завести бот, получить токен и дальше просто там в одной команде фактически выполнять разные действия. Там отправить значение, получить значение. То есть это не сложно и, конечно, можно довольно неплохо там разработать собственную систему для управления. Но по большому счету, если прямо нет нужды такой управлять всеми устройствами, то, конечно, можно и обойтись туда, просто вывести несколько типовых каких-то команд. Ну и самая главная, конечно, функция удаленного доступа, это, наверное, просто для того, чтобы можно было восстановить работу всего умного дома, то есть это, по сути, перезагрузка разного оборудования. Часть, конечно, например, роутер Wi-Fi, или там 4G, или какое-то сетевое оборудование, наверное,
сложно будет по удаленному, там, допустим, по Wi-Fi перезагрузить, потому что оно само уже отключится. Но если использовать, например, Zigbee розетку, то можно там запустить сценарий, который просто там выключит питание и снова включит. Но можно на розетке еще настроить там режим автоматического включения после подачи питания. По крайней мере, в таком случае она тоже потом включится, если там вдруг там напряжение там выключится, электроэнергия на даче, и потом при очередном включении она загрузится в режим включенный, и тогда все оборудование включится. Но это как защитная функция, если уж совсем что-нибудь пошло не так. Но если это, допустим, перезагрузка там сервера, то он, конечно, от Wi-Fi роутера не зависит, и можно там независимо установить его, там, подключить Wi-Fi розетку, а ее можно даже в систему умного дома не подключать, оставить ее во внешнем приложении, например, можно ее подключить к системе Яндекса напрямую и прямо оттуда просто выключить и снова включить, и тогда роутер, сервер перезагрузится, и, в принципе, там, возможно, все восстановится и будет работать корректно. Ну и на всякий случай, конечно, тоже можно сделать, чтобы установить автомат в щиток электрический. Они тоже обычно Wi-Fi, и там просто тоже можно будет, во-первых, видеть, что какое-то потребление идет электроэнергии там в доме, ну и при необходимости можно тоже там выключить и все включить. Главное, чтобы здесь сам, допустим, Wi-Fi роутер, он не оказался обесточенным, иначе уже тогда включить, скорее всего, ничего не получится. Для настройки сети на самом участке, например, в разных постройках, там в бане, в гараже, еще где-то, тоже можно использовать, в принципе, Wi-Fi, не обязательно там прокладывать провода по разным причинам. Это может быть и дорого, и сложно сделать качественно, и иногда и невозможно. Ну, еще и наводки могут быть на эти провода большие, там от каких-нибудь гроз или там от каких-то помех, обычно там еще какие-нибудь линии электропередач проходят, там где дачные участки. То есть, в принципе, может быть довольно плохо работать, поэтому беспроводной Wi-Fi можно сделать там и, в принципе, и на частоте 2,4 ГГц. Он довольно далеко берет, там точно участок весь сможет там ловить на всем участке Wi-Fi неплохо. И можно где-то разместить в таком месте, там, ближе к середине, конечно, это будет нормально. Ну или использовать в качестве роутеров какие-нибудь дополнительные Wi-Fi точки, которые могут и по Wi-Fi работать, и дальше ретранслировать сигнал, либо просто там можно и провод один провести до следующей точки и тогда их так соединить. Но если это использовать Zigbee сеть, то там еще проще. В принципе, сам координатор Zigbee, он, конечно, не имеет очень большой антенны. В принципе, и продаются, конечно, такие решения. Но это все-таки он не рассчитан. То есть, это надо специально покупать такой этот стик Zigbee. Но можно, в принципе, эту проблему и по-другому решать. То есть, либо можно поставить дублирующий какой-то отдельный шлюз или стик в другом там помещении, в другом здании. Но тогда придется придумать, как их интегрировать в одной системе умного дома. То есть это не всегда будет просто сделать. Но и вообще решается, поскольку это Zigbee, она работает по принципу межсети, то есть она фактически все, многие устройства, которые работают там, питаются от сети, они, конечно, могут быть еще и роутерами. Да и можно вообще просто купить стик, который там прошивается в режим роутера именно, и тогда просто его в любой там USB адаптер включаешь, и он фактически будет выступать в качестве отдельного устройства и роутера, и будет работать, там, расширять эту сеть. Ну, или просто можно там установить какие-нибудь розетки, просто умные, работающие по Zigbee, они будут выступать роутерами, а поскольку у них достаточно питания, у них там вполне неплохой сигнал, и их можно много довольно поставить в разных местах.
Можно и специально поставить, можно и там так оказаться, что они действительно нужны в каждой постройке, и, соответственно, они тоже будут еще и пользу приносить. И тогда они действительно там делают большое покрытие, и тогда уже внутри помещений всякие датчики, которые работают в батареях, у которых мощность небольшая, они будут через эту розетку ретранслировать свой сигнал на сервер умного дома. То есть, в принципе, это очень надежно, и там, оно решает много проблем с точки зрения какой-то там коммуникации между устройствами. И даже если одна розетка выйдет из строя, то это ничего страшного не произойдет. В принципе, сама сеть, она там периодически переконфигурируется и все равно продолжит работать. Ну и также можно еще настроить возможность получения информации о погоде. Она, конечно, на даче очень полезна, потому что там можно получать и информацию о там, облачности, или там светит солнце, не светит, или идет дождь, и сколько осадков выпало. То есть это, в принципе, полезно для того, чтобы там организовывать какие-то действия, например, там полив, или там понимать, да, например, что очень давно не было там осадков, и просто, возможно, нужно будет съездить и полить там вручную все. То есть это тоже несложно сделать. Это в Home Assistant есть свой там заранее предустановленный информер о погоде. И он тоже там показывает и прогноз на несколько дней вперед. И можно будет это прямо в триггерах использовать для там, разработки разных сценариев. Но я использую другой погодный сервер, там OpenWeather. Но на нем там тоже зарегистрироваться несложно, просто нужно там создать аккаунт, получить токен для подключения, и через API, в принципе, также его можно добавить в Home Assistant, и, в принципе, тоже будет возможность там использовать его в разных сценариях, и прогноз, и там осадки учитывать. Ну, единственное, что там с историей нужно будет придумать, как ее хранить, потому что сам этот сервер историю не предоставляет. И, собственно, поэтому я ее храню там на внешнем хостинге, внешней базе данных, и могу там оперативно смотреть эту информацию. Но, по большому счету, в Home Assistant тоже история сохраняется, и ее тоже можно там как-то к ней обращаться. И прогноз, он там тоже дается на каждые 3 часа, там, на 10 дней. В принципе, этого достаточно для того, чтобы любые какие-то действия там запланировать и сценарии придумать, которые будут это обрабатывать.